Планета снова во власти стихии. Разрушительный тайфун в Китае, масштабное наводнение в США и Йемене, ураганный шторм в Италии, а в Испании масштабные лесные пожары превращают целые регионы в пепелище. Это горизонт событий, хроника катастроф, которые потрясают планету прямо сейчас. Приветствую вас, друзья! Мощный тайфун Кадзики нанес сокрушительный удар по побережью китайского острова Хайнань, пройдя в непосредственной близости от популярного курортного города Санья. Это событие вошло в историю как самый сильный тайфун, когда-либо зафиксированный в этом регионе за период метеорологических наблюдений. По данным китайского метеорологического управления, вдоль побережья Санья были зарегистрированы порывы ветра до 67,8 метров в секунду, а средняя скорость ветра за 10 минут достигла 45,4. Эти показатели значительно превышают предыдущие рекорды, делая Кадзики настоящим метеорологическим феноменом. Это не только самый мощный тайфун для Саньи, но и самая высокая скорость ветра, зарегистрированная в Китае в этом году. Тайфун вызвал значительные разрушения, обильные дожди привели к наводнениям, а ураганные ветры повредили инфраструктуру, пострадали отели, дороги и линии электропередач. Местные власти заранее эвакуировали более 100 тысяч человек, что, по их словам, помогло минимизировать человеческие потери. Остров Хайнань традиционно выступает естественным барьером для тайфунов, ослабляя их перед выходом на материк. Однако в случае с Кадзики это не сработало, тропический циклон сохранил свою разрушительную силу, пройдя над островом без существенного ослабления. Метеорологи объясняют это необычно теплыми водами Южно-Китайского моря, которые подпитывали тайфун энергией. Сейчас Кадзики движется в сторону Вьетнама, и прогнозы пугают. Шторм может стать самым сильным тайфуном, обрушившимся на побережье Центрального и Северного Вьетнама за многие годы. Власти страны уже объявили о готовности к эвакуациям и ввели режим чрезвычайной ситуации в прибрежных провинциях. Ожидается, что тайфун достигнет вьетнамского побережья в ближайшие 24-48 часов, принеся с собой ветры до 50 метров в секунду и ливни с осадками до 500 миллиметров. Итальянская провинция Эмилия-Романья пережила мощный шторм, сопровождавшийся ураганным ветром, грозами и градом размером с крупный орех. Стихия обрушилась на регион неожиданно, оставив за собой поваленные деревья, разрушенную инфраструктуру и хаос в городах Болонья, Модена, Парма и окрестных поселениях. По данным итальянского метеорологического агентства, порывы ветра достигали 80 км в час. В некоторых районах стихия сопровождалась градом размером 5-7 см в диаметре. В Болонье упавшие деревья перекрыли ключевые улицы, что парализовало движение в центре города. В Модене и Реджо-Эмилии повреждены крыши домов, линии электропередач и сотни автомобилей, чьи стекла не выдержали ударов града. Около 5000 домохозяйств остались без электричества, локальные потопления затронули сельскохозяйственные угодья и пригородные зоны. Метеостанция в пригороде Пармы за несколько часов зафиксировала 120 мм осадков, что эквивалентно месячной норме для региона. Молнии, сопровождавшие шторм, спровоцировали несколько пожаров в сельской местности, которые оперативно сумела ликвидировать пожарная служба. От стихии пострадали около 20 человек, в основном из-за падения веток или дорожно-транспортных происшествий на скользких дорогах. Власти Эмилии-Романьи объявили чрезвычайное положение в наиболее пострадавших муниципалитетах. Службы гражданской защиты и военные подразделения приступили к расчистке завалов и восстановлению электроснабжения. Эвакуированы около 200 человек из зон риска, в основном в низинах, подверженных подтоплениям. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными данные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, что происходит в вашем регионе. В Москве в Театральном проезде, в здании Центрального детского магазина на Лубянской площади произошел взрыв. Его причиной оперативные службы называют разгерметизацию газового баллона. В Минздраве сообщили о 3 пострадавших, 2 были госпитализированы, еще одному помощь была оказана на месте.
1 человек погиб. Людей из помещения магазина игрушек, где также расположены рестораны, кинотеатр и другие магазины, эвакуировали. Следственные органы устанавливают причину происшествия. По предварительным данным, это результат технической неисправности оборудования. Лесной пожар, вспыхнувший в засушливых холмах испанской провинции Гранада, быстро распространился в труднодоступной горной местности недалеко от Сенис-де-ла-Вега, небольшого поселения с населением около 2000 человек. По предварительным оценкам регионального правительства Андалусии, огонь уничтожил около 500 гектаров, в том числе сосновые леса и оливковые рощи. Местные жители сообщают о потере сельскохозяйственных угодий и домашних животных, а также о повреждении нескольких ферм. Из Сенис-де-ла-Вега в соседние муниципалитеты эвакуировано более 300 человек, среди них пожилые люди и семьи с детьми. К счастью, на данный момент нет сообщений о жертвах. Несколько пожарных получили ожоги и отравление дымом во время тушения. Из-за сильного дыма была перекрыта автомобильная трасса А-92. Более 150 пожарных и несколько вертолетов сражаются с пламенем. Испанская гражданская охрана и региональные службы экстренной помощи координируют операции, используя дроны для мониторинга распространения пламени. Несмотря на усилия, сильный ветер способствует быстрому распространению огня, и пожарные ожидают, что полная локализация займет больше времени, чем изначально ожидалось. Сильные дожди, накрывшие Новосибирск 23 и 24 августа, вызвали масштабное затопление улиц, подвалов и пригородных районов. Дороги в городе превратились в бурные потоки, парализовав движение. Это одно из самых серьезных наводнений в городе за последние годы. Ливни начались вечером 23 августа и продолжались всю ночь, вызвав переполнение ливневых канализаций. К полуночи уровень воды в Оби поднялся на 2 метра. В центральных районах, таких как Октябрьский и Калининский, улицы превратились в водные преграды порой глубиной до 1 метра. Затоплены оказались проспект Красный, улица Советская и несколько мостов. В пригородах, включая Академгородок, подтоплены жилые дома, школы и торговые центры, а в частном секторе вода проникла в подвалы домов. Жители новосибирского жилкомплекса «Солнечные часы» сообщили, что дождевой водой у них затопило парковку. На видео хорошо видны последствия. Вся зона парковки превратилась в сплошное озеро. Для ликвидации последствий непогоды власти города перевели все коммунальные службы на усиленный режим работы. Вчера ранним утром Малайзию сотрясло землетрясение магнитудой 4,1, эпицентр которого находился в городе Сигамат в штате Джохор. Подземные толчки ощущались в нескольких соседних регионах, включая штаты Нигери-Симбилан, Малакка и южные районы Паханга. Очаг землетрясения находился на глубине около 10 километров. По данным Малайзийского метеорологического департамента, сила землетрясения достигала 4-5 баллов по шкале Меркалли в Джохоре и прилегающих штатах. В высотных зданиях в столице штата Джохор-Бару зафиксированы легкие повреждения фасадов. На юге Паханга сообщается о сошедших оползнях в холмистых районах. Спасательные службы Национального центра управления чрезвычайными ситуациями провели осмотр инфраструктуры. Значительных повреждений не зафиксировано, но жителям настоятельно рекомендуется проверить свое жилище на появление трещин. Чарльстон и его окрестности в Южной Каролине оказались во власти мощного наводнения, спровоцированного застрявшим холодным фронтом над юго-востоком США. Этот фронт, который ранее помог увести ураган Эрин от побережья, стал причиной продолжительных и интенсивных ливней в Южной Каролине и Джорджии. По данным Национальной метеорологической службы, 22 августа в Чарльстоне был установлен новый рекорд суточных осадков – 106 мм, из которых 57 мм выпали всего за полчаса. В международном аэропорту города за 35 минут зафиксировали около 75 мм дождя, что сделало дороги перед терминалами непроходимыми.
Вечером фронт продолжил приносить ливни, усиленные высоким приливом до 1,5–2 метров в Чарльстонской гавани. К полуночи вода начала накапливаться на улицах, в результате центр города оказался под водой глубиной от 40 до 70 сантиметров. Наводнение затронуло практически все низменные районы, вызвав массовые подтопления в самом городе, Норт-Чарльстоне и Маунт-Плезанте. В историческом центре вода проникла в подвалы зданий, магазины и рестораны. В пригородах, таких как Маунт-Плезант, подтоплены жилые кварталы, парковки и сельскохозяйственные угодья. В Норт-Чарльстоне вода достигла 1 метра в некоторых дворах. По данным местных властей, пострадали около 1000 автомобилей. Из-за подмытых кабелей прервалось энергоснабжение в 10–15 районах. Для борьбы с последствиями стихии власти мобилизовали более 300 спасателей. В целях безопасности полиция перекрыла около 50 дорог. В прибрежном городе Аден и его окрестностях разразилась критическая ситуация из-за мощных ливней, обрушившихся на юг Йемена. По данным местных властей, в районе Аденского порта объявлена необходимость срочной помощи. Обильные дожди привели к разрушению десятков домов, затоплению целых кварталов и массовым подтоплениям инфраструктуры. По данным Йеменского метеорологического центра, 22 августа интенсивность осадков в Адене и Хадрамауте достигала 50–100 мм в час. К утру 23 августа в Адене выпало от 150 до 200 мм осадков, что в 5–10 раз превысило месячную норму для августа. Район Брейка, промышленная зона с портовыми сооружениями и жилыми кварталами, оказался в эпицентре стихии. Накопление воды в низинах привело к обрушениям, в результате повреждено или разрушено от 50 до 70 домов. Затоплены целые кварталы, включая жилые зоны и рынки, глубина воды доходила до 1–1,5 метров. Власти объявили чрезвычайное положение, начав эвакуацию тысяч жителей. Позже затопления распространились на соседние районы. В провинции Шабва ливни спровоцировали оползни и подтопления в городах Аттак и Хаббан, а в Хадрамауте из-за прорыва дамбы затопило долину Вади-Хадрамаут, пострадали города Сиюн и Тарим, под водой оказались тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. Общий объем осадков в Адене за 21–23 августа достиг 250–300 мм, что стало рекордом для сезона муссонов 2025 года. На борьбу с последствиями наводнения брошены все силы, до 700 спасателей и волонтеров заняты откачкой воды и эвакуацией жителей. ООН отправила 20–30 тонн продовольствия и медикаментов в Аден воздушным путем. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты выделили 5–10 миллионов долларов на экстренную помощь. Фестиваль Burning Man в Неваде был парализован мощной песчаной бурей. По данным Национальной метеорологической службы, порывы ветра достигали скорости 80–100 км в час. Холодный фронт из Центральной Калифорнии поднял пыль с высохшего озера Блэк-Рок и обрушился на место проведения фестиваля. Буря длилась около 4 часов, повредив за это время инсталляции, сцену, палатки и укрыв все слоем песка и пыли. Из-за пыли, песка и травм пострадали около 250 человек, еще около 600 были эвакуированы. В Азербайджане вчера вспыхнул крупный пожар в торговом центре «Садарак», расположенном в пригороде Баку. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, огонь вспыхнул в центре торговых рядов, охватив несколько магазинов. На площади свыше 100 гектаров расположено множество объектов розничной и оптовой торговли и рынок сельскохозяйственной продукции. На место происшествия были оперативно направлены силы Государственной службы пожарной охраны. По сведениям Министерства здравоохранения Азербайджана, при пожаре пострадали 12 человек, отравившиеся продуктами горения. 3 пострадавших отправили в больницу, остальным медицинская помощь была оказана на месте. На момент публикации огонь был локализован, но работы по тушению продолжались. Друзья, наш выпуск подошел к концу. Подписывайтесь и увидимся уже завтра.
Нам будет еще о чем рассказать вам.